Господа, я тут заказал себе несколько товаров с marketplace goods.ru. Я заказал пару фильтров, автомобильный инвертор с 12 на 220 и видеорегистратор. Goods.ru — это гигантский маркетплейс, где собраны тысячи товаров от сотен продавцов. А быстрый и удобный поиск делает выбор легким. И что очень важно для меня, на сайте можно купить оригинальные запчасти. Все, что вам требуется, это ввести нужный артикул в строчку поиска и найти необходимую деталь. Ну и естественно, на сайте работает кэшбэк, который доступен вам с каждой покупки. Кроме того, есть гарантия лучших цен. Сайт автоматически сравнивает стоимость на некоторые товары с другими магазинами, и если где-то находит цену ниже, то продает вам их по самой низкой цене. По тем же шинам на goods.ru есть огромный выбор шин и дисков по лучшим ценам. В общем, регистрируйтесь по ссылочкам в описании и получайте 500 бонусных рублей на счет. А если хотите совершать покупки еще более выгодно, то используйте мой промокод, который я оставлю там же, в описании под этим видео. goods.ru. Так, ну что, господа, у нас с вами начало хорошей истории. Как вы видите на заднем плане в расфокусе, наверное, вы не видите, но дело пахнет крепкой пушкой. Это будет настоящая пушка. Алло. Да, день добрый. Ну, в общем-то, машину мы обнаружили, тут возле дома стоим. Ага, хорошо. Все, сейчас выйду. Ага, спасибо. Здравствуйте. Не пугайтесь нас. О. Знаю. Приветствую. Собственно, если она сейчас заведется, нас ожидает очень легкая и быстрая сделка. Она же заведется Заведется. и поедет. Да. Отлично, все. Могу приводить. Сделка практически состоялась, я могу сказать. Да, если возможно. Идеально. На выхлопе. Такой выхлоп называется время, да? Ну, то есть все, как в основном и говорилось, да, то есть нету ремня генератора, соответственно, нет зарядки у нас, и вот то заднее колесо. Но она же продается комплектная с аккумулятором. Да. Еще книжка от нее. Сервисная книжка, Да. два ключа, все дела. Нет, ключ один. Ключ один, ну слава богу. Собственно, все, давайте тогда документы, я отдаю бабки, и все отлично. Только сразу говорю, что заправьтесь еще. Ну, спасибо. Потому что сейчас... Но я думаю, это меньшая из проблем, с которой мы столкнемся. Короче, господа, что это означает? Что у нас с вами есть хоть... Да ладно. Другая дверь. Хоть и дешевая, но стильная тачка. Сейчас. Вот так это делается. Что, я первый год, что ли, замужем. У нас есть вот эта штука, которая держит стекло. Что непонятного. И это, понимаете, есть разные машины, немцы, все то, к чему мы привыкли, есть Альфа Ромео. Мне все время было интересно, что же такое Альфа Ромео, но тратить на это какие-то серьезные деньги было неинтересно. А так за 50 тысяч вы получаете конкретно стиль White Top в нашем случае, черный сам автомобиль, это еще перетянуто под карбон, 2 литра, 144 лошадиные силы, бешеный итальянский стиль, Lenoble Custom уже, ну то есть все слилось в ней, всего за 50 тысяч рублей. И сейчас с вами, когда распахнутся ворота, нас с вами ожидает глубочайшее погружение в лакшери. Благодарю вас. 50 же, да? Да. Все четко. Так, отлично, ладно, пожелайте нам удачи, она нам сильно пригодится, я думаю, сегодня. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Come on guys, just look in my eyes and you will see Russian paradise. Yeah. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Hello, my name is Vasya, I'm from Rostov-on-Don, and right now making rap on the microphone. I show you real hood, very very bad hood. All shoes, no hole, and bad food. But this is my rules, my tools. Adidas boots and kept Chicago Bulls. Cops wanna catch me every day and every night, but I am not afraid, I ain't smoke parliament line. Yesterday Да ладно, с доводчиком. Да ты, ну-ка, смотри, вниз нет. Да!
Вау, заполтос! Вау, вот это пушка. Ну вот нет низов, да, видишь, нужно сначала вот немножко... Как пацаны сказали, у тачки нет глушака. Сегодня соседи празднуют просто тотальный успех, потому что наконец-то уедет этот потрясающий породистый итальянский звук со двора. Шикос. Трындец. Воу-воу-воу-воу. Вообще управляемости нет. Я сейчас вам объясню почему. Так что едем 30 км в час. Все, сегодня это предел. Нет зеркала. Вау! Я, кстати, люблю, когда нет этого зеркала. То есть вы будете бомбить, а мне вот так нравится. Потому что, во-первых, я как человек все-таки, ну, с грузовой темы пришедший, пользуюсь всегда только боковыми зеркалами. А это, оно просто мешает панорамному виду вперед. Блин, на ней ехать реально стрёмно. Вообще прям практически невозможно сейчас на ней ездить. То есть формально машина на ходу, да, заводится, едет. Требования сериала дешевки выполнены. И пацаны не обманули. Мы просто пришли, завели тачку и сразу поехали. Все, у нас никаких проблем. Но ездить на ней как-то, ну как-то адекватно, конечно, не получится. Для этого требуются небольшие манипуляции. Вот такие. Так, не палимся, паркуемся возле заправочки. Где вообще топляк-то? Алло? А вот приборы, ёптель, это же спорт, это же Италия. Вот бак, а справа он или слева не показано. Ау, бак справа, я искренне рассчитываю на 92-й. Трогаться надо вот... Ну такой стиль прямо мне нравится. Слушай, ну это четкость этой тачки зашкаливает. Просто она сочится. Даже если бы мы снимали в 4К, наши камеры бы не соответствовали четкости этого автомобиля. В общем, в чем наша проблема? Как вы хорошо видите отсюда, вот с вашей точки видно, заднее колесо стоит как бы довернуто. Потому что ребята по синьке, они этого не скрывали, сами рассказали, куда-то въехали. То ли в поребрик, то ли в дерево, не помнят, потому что по синьке. Соответственно, у нас это колесо стоит... вот таким вот раком, поэтому руль повернут влево, ее вот так вот всю виляет, и ехать больше 30 невозможно. Это раз. Два, это то, что отсутствует ремень генератора. Ну, по крайней мере, хочется думать, что именно ремнем генератора все закончится, но пока его нет, нет зарядки. Соответственно, хоть все и работает сейчас, но ехать куда-то на ней в город, во-первых, это не более 30 км в час, во-вторых, рано или поздно сядет аккум. Кстати, она поехала, низы появились. Походу, ей просто не хватало топляка дико. Кстати, указатель на баке не вот здесь. Ну, блин, не видно ни черта. Такая тачка не для съемок, короче. Да, она чисто для водителя. От 1000 рублей в баке указатель, по-моему, не шелохнулся вообще. То есть он не работает. Слушай, а поехала, низы появились. То есть реально бенза не было вообще настолько, что... Да, она реально поехала. Ты смотри-ка, блин, все-таки это пушка. Нас ожидает прямо какое-то изысканное удовольствие сегодня. Не вовремя ты решил. Вторая вошла, хорошо. Блин, и как ее мотает. Это мы до 40-ки разогнались, да? Короче, при всем уважении, но тачка не полностью готова для городской эксплуатации. Надо немножко поправить. Поэтому сейчас я предлагаю что? Быстренько, первым делом дохромать до сервака или до деталья. Сделать так, чтобы колесо хотя бы смотрело не вот так, а вот как-то более-менее ровно, да, чтобы ее вот так не петляло. И накинуть ремень на генератор. И тогда мы получим песня, пушка просто. Ну нереально вот на такой скорости ехать до города. Тем более зная, что вот сейчас у нас печки нет, фар нет, сейчас все отхлебнет. Ну, смысл? И руль вот это вот, ее, знаете, как трындец, постоянно ловишь тачку. То есть она неуправляемая практически. Ну, опасно. Короче, это Twin Spark. Ты знаешь, что это значит?
Я вижу скотч, нет. Это директор сервиса. Так, следующий. По 2 свечи на цилиндре. Вот он красавчик. Я люблю их тузова. Аналогично. Короче, это 2 свечи на цилиндр. Причем они разного размера. То есть вы не можете купить 8 свечей, типа у вас V8. То есть надо купить 4 одних и 4 других, потому что это Италия. Нам нужно снять эту хрень и просто на это глянуть. Но по итогу мы с 1,8 литра получаем 144 абсолютно необузданные валящие итальянские лошади, настоящих жеребцов прямо с вот таким вот потенциалом. Пневмо, ну я бы не сказал, так смотри, какой стакан шикарный, то есть его просто уже отсюда вытаскивает потихонечку. Вот оно, вот оно, вот оно. Смотри, то есть на 4 свечи у тебя идут, ну, человеческие типа катушки, да? А, это дублеры. А на остальные 4 у тебя идет от этой же катушки еще, короче. Причем, посмотри, катушка стоит на одном цилиндре. То есть соединено, как ты видишь. Это не в одном цилиндре катушка, она... Да, это жестко, согласись, да? Вот уже... Поэтому есть проблема. Если с этим мотором у вас что-то случается, обычно мотор снимается, и машина остается в гараже в виде памятника авиаторам вот так стоять, потому что пружины приподняла. И все. Капиталить эти моторы вообще гиблое дело. Бюджет капиталки непрогнозируемый. Абсолютно. Потому что это все редкое, это нигде не достанешь. Если что-то с блоком, хрен его знает. Хотя он здесь чугунный. То есть теоретически это не полностью там ни алюминий, ни алюсил, ни никосил, ни сенокосил, ни говно возил, но проблема. Вот мы приехали в сервис, который занимается широким профилем автомобиля. Здесь чинится Volvo, прости господи, Renault, Peugeot, Range Rover в изобилии. Парни открывают, что это? Хрен знает, что это такое. Это Альфа. Я удивлен, почему нет непосредственного впрыска GDI еще какого-нибудь, чтобы прям вообще полное мясо. Вот там 8 свечек, GDI, фазовращатели, ТНВД, да. Причем лучше 2 ТНВД какой-нибудь, знаешь, на 2 котла одну. Как на да. с одной стороны, с другой. Здесь хотя бы ГРМ, но это спасает мало. Очень жестко, конечно. Ну, то, что вырывает стаканы особенно. При этом, заметь, нет распорки. Короче, наша задача сделать так, чтобы чтобы машина не ехала боком, то есть привести ее к нормали, поскольку это передний привод. Потому что сейчас она на переднем едет боком всегда из-за стоящего раком колеса. Раком боком — это раз. 2 — это подобрать ремень для генератора какую-либо, чтобы просто пошла зарядка. Во-первых, интрига, пойдет ли она. Ну-ка, во-первых, не заклинивший ли генератор? Нет, генератор крутится, все, это успех. И натяжной. И натяжной крутится, все, огонь. Значит, на сегодня мы точно просто подберем какой-то ремень и однозначно куда-то повалим уже с зарядкой и относительно ровно стоящим колесом, чтобы нас не кидало хотя бы на скорости 40 км в час. Откушенная тормозная трубка, а вот и, походу, контур, от которого она откушена. То есть по тормозам у нас тоже все в порядке. Как минимум, если... это АБСная система, то есть у нас получается на каждое колесо идет прям своя трубка отсюда, и одна уже, соответственно, не функциональна. То есть у нас тормозит в лучшем случае 3 колеса. То есть надо делать погрешность при выборе скоростного режима, да, на то, что остановиться у нас не получится. Короче, это труп. Собственно, все, что требует. Вот можно даже не смотреть днище. Сука, мы посмотрим. Это трос ручника, который намотан на кронштейн глушителя за резинку и здесь же остался. Потому что, видимо, его просто когда оборвал, он волочился по земле. Это раз. Второй трос ручника у нас выполняет функцию, опять же, косы, когда по газону едешь, чтобы равнять его. Погнутый рычаг, из-за которого колесо стоит боком. Но мне кажется, дело не только в рычаге, а в том, что сама точка крепления рычага при ударе, учитывая, что кузов, как вам сказать, не так жесток, как надо было быть в эти моменты, оказался. Потому что колесо еще и трет теперь об блокер, оно все вперед сместилось, логично также из-за этой тяги, это да. Смотрите, а желтый, это значит, отвечает за подушки безопасности.
Ну, мало ли вам на будущее, вы будете у себя в тачке копаться, увидите желтый провод. Желтый аэрбэк. То есть, если его сейчас перерезать, он может стрельнуть. Не в этой тачке, конечно. В вашей. Если я уже... Перья, смотри, петушиная тема. Перья пух от 1 до 2. Так, это коврик. Это ковер, то есть это не железо. Вот это тоже не железо. Это знаете что? Это шумоизоляция, которая наружная, а под ней сразу идет коврик. Вот это картон. То есть получается грань железа, ну, пола, которая должна быть с одной стороны прикрыта битумом, а на другой стороне с ней лежит шумоизоляция. То есть железо испарилось из этого слоя. Удивительно, удивительно. Это коса, которая в салоне идет у вас слева от ноги. Это палка, благодаря которой, в принципе, возможно поднять эту машину. То есть, видите, лапы подъемника соединены бруском, и он весь на себе держит морду. То есть, если сейчас морда, как у Титаника, вот так просто вся обломается, это будет нормально. Это тормозной механизм, к которому не подходят никакие трубки. Он Wi-Fi-ный. 98-й год. А? Пацаны, посмотрите, вы когда-нибудь такое видели? Это как в этом Honda NSX новый, у нее же тормоза, а педаль не соединена с механизмами. А здесь даже сам суппорт не соединен с гидравлической системой. Вот как беспроводные технологии, она, видишь, это еще старая, это до рестайла, здесь трубка есть. А в рестайле, видишь, ее уже не стало. Короче, если просто я вам сейчас буду рассказывать все, что здесь я вижу, этот видос будет длиться где-то около 2 часов, потому что я вижу совершенство. И мне хочется прямо вот в нем остаться. Это вот сейчас, это, видимо, шумоизоляция. Слушай, реально ведь железо испарилось, ведь это железо, а это салон. И самого железа в этой прослойке нет. Есть битум, который типа шумоизоляция снаружи был, и есть уже шумоизоляция из салона. А где сталь? Как вывезли сталь между слоев отсюда? Чудеса прямо распило. И коса, собственно, моторная здесь, вот, которая у вас должна быть в ногах у пассажира справа в салоне. Но она и до сих пор в салоне, только салон такой стал. И порогов нет вообще, естественно, по всей длине, это даже не обсуждается, как бы от уха до уха. Слушай, ну, по-моему, это худшее из того, что, да, мы покупали в разделе дешевки. То есть как мы, вот Ford Ka, он был адекватно самый бодрый за 50, это самая убитая машина за 50 тысяч. Вот так можно видос назвать. Так я еще не встревал. И вот это вот на аватарке просто. Нет, знаешь, как это, вот так. Все, у нас есть аватарка теперь на видос, отлично. Выхлоп царский, сгнил даже кронштейн, который держит бензобак. Я обосрал полсервиса, ладно. Это я все исправлю, пацаны. Короче, я даже не знаю, что делать в этой ситуации на самом деле. Есть отличный столб. Столб? Столб. О, поехали. А где? Нам за него ничего не будет? А ты еще не знаешь, где, я понял. Просто в твоем воображении всегда было, что будет, если... Не-не-не, это дорого очень. Вытянуть его обратно тросом. Да. Ёптель, да? Точно. Да? Все. Вот именно. Нахер мне права, если есть трава. Сейчас, да. Надо было жалко, что не добоевка. Сейчас бы лебедью. И все, булочка. И навальнули бы. Что ж, мои дорогие коллеги из кузовного цеха, я с батей в гаражах. Сейчас мы не с батей, но гипотетически меня можно сейчас усыновить, в принципе, за недорого. В гаражах починим автомобиль. Поскольку мы поняли, что дело не в рычаге и дело вообще не во всем вот этом, появилась идея выдернуть колесо обратно, чтобы оно встало ровно так, миллиметр в миллиметр, как оно стояло. Давненько я, честно говоря, в руках не держал вот таких вот так называемых тросов. Мне кажется, что первый лопнет он и все-таки отлетит в стекло рейнджу. Но будем стараться, честно говоря, будем. Слушай, у меня родилась идея прямо за диск может цеплять. За диск? Да. Ну давай пожалуйста. Не за рычаг, а за диск. Тогда вырвет просто ступицу, а рычаг останется на месте. Ну или все-таки давай, мы же грамотные специалисты. Мы же автобокс. Хотя мы должны сделать сноску, что сейчас проходит ремонт вне, так сказать, масштабах автобокса. Автобокс, он все-таки больше как-то, знаете, за здравый смысл, за ремонт. А мы занимаемся разрушением, по сути, автомобиля. Но просто парни тоже хотят отдохнуть, вы понимаете? Ну ты сначала просто попробуй натягом чуть-чуть, потихонечку, не рвать. И мы посмотрим, насколько он растягивает. Сейчас альфача порвет. Он вообще не растягивается, Леш. А колесо уже выправляется. Мне кажется, там все очень печально. Реально колесо уже выправляется. Ну попробуй небольшой рывочек дать. Нет.
не хватает усилия, машину тащит. А может, с двух сторон машины ее Так вот, или просто плагиатом упереться вот в это крыло, мы потом подкрасим. А ты дернешь. Давай так сделаем. На Андреевском рынке махался с китайцем в кирзовых ботинках, что продавал поюзанный жгут. Сука, юзы обратно в свой тельштубить сургут. У нас за такую нюх на районе убейт. ВО, это не Бутово, уже не растут незабудки, зато дюбня обейники, парни красивые, загнойный базар, тебя изнасилуют. Ахлай, махлай, оно ходит, тебя да? в башне дела. По-моему, Ты ходит. тут не делай дела, тут пацаны на скиллах. Давай возьмем другой трос. Что, вроде лучше? Да вроде лучше. Или крыло входит туда. И крыло входит, да, и колесо выходит, короче. А что делать? Нет, это реально хороший трос. Это трос от компании T+. Тут по одним крюкам видно, что только это вам уже не Tripper Market. Наконец. Да, честно говоря, боялся запачкать. То есть, как бы, эта хрень уже, грубо говоря, уничтожит все здесь. Yes. Если он вытянет, я тебе подарю этот трос. Ну прям по ощущениям топчик. Как бы неплохая идея это была. Ну, что я могу сказать? Мое уважение. И главное, у тебя теперь что? Новенький трос. Все верно. Пластидип не выдержал. С другой стороны, это уже было на бампере до нас, мы просто продолжили стиль. Я не могу сказать, что мы вандалы. Нет, нет. Поздравляем вас. Блин, реально с тросом, что ли? Ай. Спасибо. Спасибо. Оплата натурой это называется. Всегда в автобоксе. Как всегда. Нам не привыкать, автобокс. Ну, он с той стороны же прижался. Давай потихоньку поеду, посмотрим. Мы рычаг прижали к диску, короче. Этого не ожидал никто. Надо было за диск все-таки дергать. Так сейчас дернем. Может обточится, нет? Идеальные тормоза. Короче, идея дергать за диск была, несмотря на всю свою как бы нелогичность, логичной. Потому что сейчас рычаг прижался к диску, немножко по нему шкряпает. А выбивать его обратно бессмысленно. А ты хочешь теперь еще за диск и диск немножко? Не-не-не, я хочу просто по рычагу, чтобы... А мне кажется, он с лонжероном обратно уйдет. Там все так как-то вот так вот. Надо, Слушай, ну судя по тем тормозам, которые я сейчас ощущаю, как бы вообще нет. у тебя одно тормозит заднее и правое. Да, одно переднее и левое, только один контур работает. А тот контур-то заглушен, все логично. Немножко. Да не-не-не, забей. А? Что-то мне кажется, что я просто начинаю очковать, как я сейчас поеду. Даже если мы это выпрыгнем, тормозов нет, зарядки нет. А, ты хотел уехать? Конечно, мы хотели навалить. А, С дерби было веселее. с дерби было веселее, я согласен. И что самое обидное, что мотор-то при этом работает, вот просто он шепчет, вот послушайте. Он не цокает, не дизелит, как часто этими моторами будет. Блин, ну выхлоп там чуть-чуть бывает синий, но, наверное, маслосъемный, все-таки 98 год. Идеально работает, заводится с полточка, супер, 1.8 на 144 силы, он крутится в 7300, бешеный мотор, просто жалко этот мотор, она тянет, она реально валит на нем. Пацаны, которые его продавали, говорили, что они недавно на нем ехали за 200, я им даже верю. То есть даже сегодня 20-летнему двигателю легко дается двушка. Просто обидно, что все вокруг, вообще обидно за Альфу, понимаете, тачка-то вот прямо жалко, вот знаете, есть, мы снимали другие машины, которые, грубо говоря, вот там любой Opel, дай мне, вообще насрать, просто я его хоть час разложу, буду стоять ржать. Эту тачку даже как-то
хочется вроде сделать, но я понимаю, что это абсолютная безысходность. Ее никак ты не сможешь сделать. Там нету кузова, она вся рассыпается. А там одно будешь делать, сзади будет сыпаться. Это вообще бесполезно. Просто даже не представляешь, что с ней делать. Бешеный салон. Дай хоть салон напоследок покажу. Это же просто невероятно. Приборка с якобы дополнительными приборами, ну, которые на самом деле обычные, штатные, но они на тебя так развернуты. Все в колодцах. Вот это все на тебя смотрит. Руль регулируемый. Где это было? Вот. И по вылету причем, и по верху. Шикос. Да, это все пластик, это не металл. Понятно, что это все так дешевенько. И ход коробки все-таки длинноват. То есть для машины, которая явно чувствуется, тащилась под спорт, вот это не очень. Но он очень комфортный. Сумасшедший задний ряд. Давай сейчас покажу. Сама ручка даже, смотри какая. Да, она уже сделана, интегрирована как бы в стекло. И, ну, просто года уже, поэтому открывается вот так. Задний диван. Ё-моё. Задний диван — это какой-то предтечи Панамера. Я вам серьезно причем говорю. Просто приколитесь. Но это роскошно, место для ног, просто дохренище. Удобный, он такой с боковой поддержкой, сумасшедший. Тачка-то, тачкой проникаешься прямо с первых секунд. Мы еще не заглядывали даже ни разу в багажник. О, божечки, а там столько всего. Не открыть. Не открыть вообще, мне не дотянуться. То есть багажник такой большой, что даже когда я засовываюсь плечами в лючок для лыж, у меня рука на вытянутом расстоянии не дотягивается до замка. Штатное антикрыло сумасшедшее, то ли Supra стиль, то ли что. Вот эти задние фонари, ну, конечно, понятно, что белое с черным, это уже там, это уже привнесено, это не завод, но она четкая. Она потрясающе четкая, спортивная, дерзкая и полностью соответствует даже те вот остатки, крупицы, что от этой машины еще живут где-то и в нее недрах, и уже говорят: убей меня, пожалуйста. Но даже по ним видно, что это было очень круто. Альфа все-таки дикая тачка, и все равно я не жалею, что... Ну-ка... И все равно я не жалею, знаете, что взял Альфу. Хоть такую, и получается, что да, я лоханулся, что это впервые, когда в проекте Понторезки у нас все как-то, знаете, мы как будто по радуге ходим. То есть все тачки, которые мы брали, все время с ними все было весело, мы никогда не обламывались. Какая бы она ни была, она всегда отживала серию, в крайнем случае умирала вообще в конце. А это тот первый случай, когда все, за полтос реально это не вариант. Ничего ты с ней не сделаешь. Все, это вот, ну, реально фиаско. И получается, что план починить по дешману даже за какие-нибудь там, допустим, 10 тысяч рублей, чтобы можно было ездить, он не прокатит. Не хватит здесь 10 тысяч рублей, чтобы ее починить. Возможно, не хватит даже и 50. Выезжать на этой машине в город в здравом уме, конечно, не получится. Вот то, что мы там поездили чуть-чуть за городом, дальше погрузились на Эвик, сюда привезли, и отсюда сейчас уже машина уедет на эвакуаторе. Я не представляю физически, как можно, имея какой-либо здравый смысл, в принципе, пытаться на этом выезжать в поток, что-то показывать. В принципе, если угораздило, конечно, выдать вот на этом вот что-то вот в город, ты выпадаешь на этой тачке, такой стоишь, думаешь: рёбаный свет, что делать? Все, что делать, это держаться в правом ряду у поребрика и ехать со скоростью 30 км в час. Все, но видоса ты при этом не снимешь. Показать, что такое Альфа, ты не покажешь, ничего с ней не сделать. Все, это тот самый случай, когда вот, ну, тупик, вот виллы. И счастливого конца здесь не будет. Это вот тот случай, когда у блогера чем хуже, тем лучше. Здесь все, мы зарылись. Вот я вынужден, конечно, признать свое поражение, но это факт. Мы можем с ней, конечно, сделать, и у нас есть одна идея на вторую серию, но это будет сугубо научно-познавательный, документальный, я думаю, даже, да, контент, наверное. При поддержке, естественно, ГИБДД, УВД, МФЦ, ОПЦ, ППЦ, ОПГ России. Вот. Но нет, нужное подчеркнуть, ДЦП, ТП, да. Нужное подчеркнуть, как говорится, здесь будет. То есть эта машина, конечно, еще появится. Но, к сожалению, рассказать им, что такое Альфа, я могу исключительно из своих восторженных каких-то возгласов на тему, что а как здорово было бы однажды найти такую машину живой. Вот это было бы круто. Потому что поэтому не скажешь, но скажешь, что однозначно эта обложка очень хорошая, интригующая, прямо с красивой развязкой книги. В нашем случае все будет не так. Блин, ну мы должны были когда-то однажды обосраться. Все, и это случилось. Я готов это признать. Говорите, что хотите, я все принимаю. Да, вы правы, не прокатило. Огромное вам спасибо, что смотрели этот видос. Огромной вам всем удачи. Ей удача уже не пригодится. И пока.